Привет всем, меня зовут Артем, и вы слушаете подкаст Russian Progress. Я его делаю для тех, кто изучает русский язык, для того, чтобы ребята со всего мира слушали русский язык, натуральную русскую речь. И если вы не знаете какие-то слова, наверняка вы какие-то слова не знаете, то вы можете использовать транскрипцию. Это вам очень поможет в том, чтобы лучше понимать слова, смысл того, что я говорю, и грамматику, и произношение. В общем, аудио плюс текст — это отличное сочетание для изучения языка натуральным способом. Транскрипция доступна на Бусти и на Патреоне. И спасибо всем тем, кто уже там, кто поддерживает проект. Я говорю немножко в нос, потому что я простыл еще когда был в Петербурге. Я, кстати, успел за эту неделю съездить в Москву и Петербург. Дело в том, что моя подруга из Турции, Бейза, если слушаешь, привет. Не уверен, что она слушает, потому что у нее еще начальный уровень русского, но вдруг она вернется к этим выпускам через год или через 2 года, и, возможно, ей будет приятно услышать этот шатаут. В общем, да, привет. Суть в том, что да, вот эта моя подруга, она из Турции, из Стамбула. Она сказала, что едет в Россию. И я не мог не отозваться, не мог не поехать встретить человека. Я купил билет и поехал в Москву. Там я был 3 дня, ну и потом мы поехали в Питер. Я показал ей какие-то интересные места, она сама посмотрела, у нее там были еще друзья. Вот, сам что-то вспомнил о Москве, Петербурге. Да, еще встретился с некоторыми знакомыми. Там не со всеми, но с несколькими. И с одной стороны это было круто, но с другой стороны я, наверное, уже не хочу больше ездить в те места, где я был очень много раз. Ну, не хочу не то, что больше вообще никогда, а именно не хочу там ближайшие пару лет, наверное. Вот, поэтому, да, это урок для меня, что нужно в следующий раз ехать куда-нибудь в незнакомое место. Но было прикольно увидеться. Так что, если вы соберетесь в Россию, возможно, я поеду вас встречать, если мы будем хорошими друзьями. Ну, или хотя бы знакомыми. Но не факт, что я поеду в Москву и Петербург, потому что они мне уже надоели. Вот, такие дела. И да, я хотел бы сделать интро к этому подкасту, который был записан где-то 2 недели назад с Женей, с моим земляком, он из Новосибирска, и мы с ним записали диалог о том, как он переехал из Новосибирска в Киев и как он оттуда уехал в Калининград. Я подумал, что это интересная тема, и сегодня вы услышите часть этого диалога, первую часть из Новосибирска в Киев, то есть вы услышите историю про 2 города, про Новосибирск и Киев, и про Калининград я опубликую на Бусти в формате экстра подкаста. Ну, чтобы выпуск не был слишком длинным, слишком тяжелым. Еще касательно Бусти не сказал, что я набираю учеников, то есть если вы хотите говорить на русском регулярно, раз в неделю или 2 раза в неделю, то вы можете подписаться на Бусти, там есть абонемент урок в неделю и абонемент 2 урока в неделю. Уже с несколькими людьми мы занимаемся из разных стран, мне это очень нравится, это круто, надеюсь, им тоже. И последнее время я начал больше делать акцент на произношении, потому что, ну, это интересная тема, и я хочу научиться объяснять, как правильно произносить все. Поэтому, если хотите, чтобы я как-то поработал с вами, в том числе исправил ваше произношение, если у вас есть такая цель, то тоже можете подписаться, и мы будем с вами заниматься, улучшать ваше произношение и говорение, беглость речи. И на этом вступление заканчивается, и начинается основная часть подкаста. Приятного прослушивания. Так, ну что, да, можем начать. Женя, привет. Привет. Как у тебя дела? Как настроение? Прекрасно. Я подготовился к интервью. Да? Как лучше, Женя или Евгений? Все-таки ты взрослый уже человек. Мне привычно оба имени. Ну, как тебе удобнее? Хорошо, мне кажется. Женя — это более располагающая Ну да, такой вариант. по-дружески. Да. Мы с тобой познакомились, ну, заобщались в моем ТГ, если я не ошибаюсь, да? Ну, плюс через Николу тоже мы общались там. Ну да, я как-то его спросил, знает ли он лингвистов интересных, Мгм. и он мне дал твой канал тогда. М. Я подписался и так про тебя узнал.
Ничего себе. Я, оказывается, интересный лингвист. Но я, кстати, уже полгода где-то не занимаюсь вообще языками. Вообще прям. То есть как-то языки на второй план отошли. Ну, в целом, твой опыт впечатляет. Ну, я думал об этом, что, ну, есть ли у меня какой-то талант к языкам, и на самом деле, с одной стороны, мне кажется, что если то, что я делал, будет делать любой человек, у него, наверное, тоже будет какой-то результат. Мгм. Но с другой стороны, наверное, это мне не так сложно просто часами слушать подкасты и в итоге понимать язык, там, как-то говорить на нем. Поэтому не знаю, у тебя есть вот какая-то такая предрасположенность, как думаешь? Я думаю, все дело сводится к интересу. То есть для меня изучение языков это в первую очередь интерес, любопытство, Угу, а не какая-то цель. У меня никогда не было цели знать там украинский, сербский, польский, испанский. Мне просто нравилось это все. угу, И я учил чисто для себя. Я как бы себя особо не нагружал, не учил правила, просто читал новости с переводчиком, допустим, разбирался. И все. угу. И вот естественным путем начинал как-то минимально понимать. Мгм, мгм. А вот эта тяга к языкам, она у тебя всегда была или как-то в какой-то момент началась? У меня вот конкретно в 19 лет прям. Мгм. У меня в 25, когда я переехал в Киев, Мгм, я перед переездом практически начал интересоваться украинским языком, читать на нем. мгм. И вот тогда она у меня открылся интерес вот этот вот. К украинскому, да? Еще тогда, это еще до 14 года же, да, было? Это был 11-й год. Да, я там 3 года прожил до 14-го. И уже в Киеве я заметил, что польский язык, он очень похож на украинский, и постепенно переключился на польский. Мгм. А я в 11 году еще не особо занимался языками, ну, то есть только английский в школе. Только я начал вроде как слушать подкасты, вообще узнал для себя, что такое подкасты. И в 13 уже году начал изучать итальянский. И касательно украинского и польского я вообще не рассматривал эти языки, то есть я думал, что, ну, это настолько похоже, настолько как-то знакомо, ну, по крайней мере, украинский, что хотелось чего-то экзотического, там, итальянский, французский, испанский, ну, потом как-то вернулся к истокам, и вот и польский, и украинский поизучал тоже, хотя не был там ни разу, ну, в Польше был, на Украине не был. А у меня, наоборот, ну, интереса к экзотике особого не было. Мне нравилось изучать близкие родственные языки. То есть я Мгм. в какой-то степени ознакомился практически со всеми славянскими языками, включая верхнеужицкий, нижнеужицкий, там, Ничего себе. кашубский. Слушал песни на кашубском. Вот это классно. Это где вообще говорят на нем, на кашубском? В Гданьске, вокруг него, в окрестностях, М. на севере Польши. Мгм, мгм. Ясно. Слушай, ну окей, мы с тобой вообще собирались поговорить про города, да, вот интересно, 3 города сегодня, да, обсудить. Мгм. Это Новосибирск, твой родной город, потом про Киев поговорить, да, ты жил в Киеве, тоже очень интересно, потому что я там не был, и я хочу там побывать, и надеюсь, когда-нибудь побываю. И Калининград, где я был, Мгм. и где мне не понравилось, кстати. Ну, я был зимой, наверное, летом совершенно другая история. Ну, конечно, это самый зеленый город. России, да? Да, тут надо быть летом. Ну, может быть, я съезжу, кстати, может быть, потому что я, ну, несколько лет уже хотел съездить, но все не было возможности. Давай начнем с Новосибирска с тобой. Расскажи, как ты жил в Новосибирске, не знаю, нравился тебе этот город, не нравился, где ты жил на правом, левом берегу там. Мгм. Ну, жил я в поселке около Новосибирска со странным названием Абгэс, которое состоит из названия реки и аббревиатуры гидроэлектростанции ОБГЭС. Собственно, это объясняет расположение поселка и причину его возникновения. Вот. Новосибирск нравился или нет, как бы я никогда об этом раньше не задумывался до тех пор, пока оттуда не уехал. Ну да, как стандартное такое место проживания было, да, по умолчанию. Да. До 2010-го, пока я не побывал в Москве, я думал, что такая зима, как в Новосибе, она везде. Аналогично, Москва меня сильно удивила. да. Да. И вот в 10-м, опять же, я побывал в Киеве первый раз. Я работал с человеком из Киева и как-то рассказал ему, что я очень интересуюсь Припятью, Чернобылем, всей вот этой историей. Мгм, мгм, Он предложил приехать к нему в гости и съездить на экскурсию туда. мгм, Поэтому я 10 дней провел в Киеве осенью 2010 года. Меня очень впечатлило, очень понравился Киев. Я до сих пор помню вот это ощущение своего пребывания там. мгм. Причем оно даже не похоже на то, как я прожил последующие 3 года.
То есть это было какое-то очень уникальное время в моей жизни, период, эти 10 дней. Да, такой романтизм, наверное, да, туристический, когда приезжаешь. Да. Это, по сути, был первый раз, когда я вообще выбрался так далеко от дома один, Мгм. поэтому все воспринималось, конечно, очень обостренно. У тебя было ощущение, что ты за границу поехал, или, ну, все равно одно общее какое-то пространство? Нет, Мгм. нет, абсолютно. Я фантазировал, что я переезжаю жить в Европу, а по факту в Киеве, ну, как бы, тот же самый Новосиб, только климат получше. Ну и плюс есть исторический центр, в Новосибе его нет. А въезжал ты в Киев по внутреннему паспорту РФ, да? То есть даже не по загранпаспорту еще? Да, там не нужны заграны, по-моему, до сих пор. То Не, есть сейчас уже нужны. там нужна только миграционная карта. Да? Сейчас загранпаспорт и очень много документов, ну там, то есть должно быть приглашение, Угу, угу. что-то еще. Ну, сейчас, в принципе, я думаю, не стоит как бы ездить, но вот Да, конечно. еще до войны было сложно достаточно. Последний раз я там был в 16 году, к друзьям съездил. Вот, тогда еще было достаточно миграционки и внутреннего паспорта. М, Ну, с тех пор желания больше не возникает, хотя у меня есть там друзья, я с ними постоянно общаюсь. мгм. Но как бы пока вот это все не уляжется, не знаю, это лет 10 еще, наверное, должно пройти, чтобы мне захотелось туда поехать. Ну и как оно было? То есть вот ты поехал туда, тебе понравилось, и сколько времени прошло до переезда твоего в Киев? Ну, смотри, это была осень, как бы, 10-го года, потом я провел зиму в Новосибирске, Мгм. и вот я помню хорошо тот день, в марте, по-моему, 2011-го, когда я общался с клиентом, с этим, ну, с человеком, и он говорит, у нас тут тепло, я типа в расстегнутом пальто хожу, Мгм. я поднимаю глаза, смотрю за окно, там такие шапки снега блестят, мороз, там Ну да. минус 25 минимум, и я думаю, какого черта я здесь делаю, Мгм. почему я не в Киеве? Сперва были какие-то наивные мысли, что вот надо типа в какой-то универ поступить киевский, чтобы на этом основании там жить. Потом выяснилось, что не нужно вообще ничего, просто приезжай, живи. И вот летом мы с моей супругой бывшей переехали. Сперва вот у этого приятеля остановились, потом сняли квартиру и просто стали жить. И раз там в 3 месяца выезжать в Беларусь, в Гомель на 1 день туда-обратно, чтобы продлить миграционку. Мгм. Вот так, собственно, и прошли 3 года. Мгм. И ты работал там же, где ты работал удаленно, или там нашел уже работу в Киеве? Я тогда уже еще в Новосибе работал на себя, Ага. то есть просто фриланс, как бы берешь заказы, выполняешь, получаешь деньги напрямую от людей, и все. А чем ты занимаешься, кстати, я так и не спросил в начале. Ну, я программист, Мгм. пишу программы, М. да, сейчас я уже переучиваюсь на создание игр, как бы мне эта тема больше интересна. О, А прикольно. тогда это был просто прикладной софт, Мгм. да, в основном там для рекламы, для SEO-шных инструментов, такое. Мгм. Ну, работа хорошая для перемещений в целом. Да, очень удобно. И в Киеве еще я с друзьями открыл офис, как бы мы там уже работали вместе. Ну, в целом это было такое просто приятное проведение времени. Мгм. В 2014 году это все закончилось. И что помимо погоды тебе нравилось в Киеве, да? Ну, ты говоришь, там исторический центр был. Или не то, что нравилось, вообще, что отличалось, что было по-другому? Ты заметил, может быть, какое-то присутствие вот этого украинского языка, может, оно тебе, может, это тебе нравилось или что? Вот как раз, как раз его присутствие я там совершенно не замечал, потому что все говорили со мной на русском и без акцента. Ага. Да. А в целом меня Киев всегда привлекал как бы историей, типа мать городов русских. Я изучал украинский язык, активно интересовался там и польским, и прочим. Мгм. И все это окружало меня, ну, по крайней мере, там в литературе, в музыке, то есть я узнавал каких-то исполнителей новых, украиноязычных, там, от своих друзей, погружался во всю эту культуру. То есть, хоть окружение и не говорит вокруг тебя на украинском, но, по крайней мере, культура точно есть. А как это вообще сочетается? То есть мать городов русских, все говорят по-русски, и при этом украинская культура, как это живет вместе? Но украинской культурой я называю то, что как бы цветет и пахнет сейчас. То есть там музыкальные коллективы, например, писатели. Мгм. Вот. То есть было бы странно называть их русской культурой. Не, я как бы за панславизм можно вообще все свести к тому, что мы все из одного племени, как бы все славяне, включая поляков там и сербов. Мгм.
Вообще это очень острая тема такая сейчас, Ну да, 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 да. которую надо очень аккуратно поднимать. Мгм. Я просто за дружбу, за мир во всем мире, за отсутствие границ, конечно. Да. Ну, ты интересную тему поднял вот насчет панславизма, потому что я считаю, что, ну, все братья, типа, все люди братья. Не только славяне, славянин брат славянину, да, то есть, а все, в принципе. То есть и англичане, и русские, там, и индусы. Ну, мне такая нравится идея. Слушай, ну если копать совсем глубоко, то вся наша реальность это квантовая решетка без разделения на людей. Ну да, Поэтому да, да, да. тут как бы нет границ, мы как капли в океане, Мгм. неотделимые от него. Мы часть планеты. Да. Ну вот, мы что-то уходим совсем куда-то в эзотерику с тобой. Ну да, 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 отошли. Ну и что там с Киевом еще? Вот давай мне побольше, не знаю, каких-то впечатлений там. Там очень тихо и спокойно. Вот мне этот период жизни запомнился как Ага. такая расслабленная жизнь, приятная. Похоже на Москву? Абсолютно нет. Я никогда в жизни не хотел жить в Москве. Хотя мне предлагали даже Мгм. работать там. Москва для меня это совершенно безликий шумный муравейник, в котором, ну, как бы можно только выживать ради заработка. У меня никакой такой необходимости не было, поэтому и жить я там не хотел. Мгм. Ну сейчас Москва уже приятнее выглядит, чем еще там 10 лет назад. Да. Киев тогда, когда я переехал, вот даже мой приятель из Москвы сравнил его с Москвой 90-х. И я тоже могу подтвердить, что он был по состоянию техническому хуже, чем Новосибирск. То есть вот что мне ярче всего запомнилось, допустим, в центре города, в центре столицы, да, подземный переход, Мгм. ступеньки, в ступеньках проломы, куда можно просто провалиться ногой и ее сломать. Я никогда в Новосибе ничего такого подобного не видел даже в 90-х, в детстве. Мгм. Либо какие-то здания под снос, в которых все еще живут люди, там уже вместо части дверей просто доски заколоченные, трещины в стенах огромные. Это в центре города исторический дом такой стоит. Ну и это столица причем. А ты был где-то еще вот на Украине, в каких-то других городах? В Одессе, например? Ну, до Одессы я не добрался, а вот я был во Львове и Мукачево на Западной Украине, О, да. расскажи про Львов. Ну, Львов классный. Именно когда я там побывал, я потом сказал своей жене бывшей, что если я когда-нибудь уеду из Киева, то буду жить в маленьком городке. Мгм. И поэтому я, собственно, сейчас в Калининграде. Мгм. Львов меня именно впечатлил. До него я не жил, не видел вообще маленьких красивых городов. Да, он очень красивый. Я не был, но видел видео оттуда. Такой очень красивый исторический городок. Мгм. Очень атмосферный. Тебе комфортно там было? В 11 году, в 12 там когда ты был? Ты говоришь в плане вот всех этих байк про русофобию? Ну да, да. Потому что там... Абсолютно ничего подобного там не встречал. Мгм. Все как бы продавцы и прочие были вежливые, общительные. То есть, ну как бы это байки. Я думаю, это где-то в быту может встретиться, если ты там приедешь в какую-нибудь компанию, особенно не из города, там из села, и вот будешь там с ними какое-то время проводить, может быть, ты встретишь какие-то русофобские там идеи или шутки. Слушай, ну сейчас-то ты встретишь это даже в Киеве. Ну, сейчас да, конечно. Они по акценту как бы очень легко замечают, что ты не украинец. Даже если ты... Ну, казалось бы, вот я в Киеве ехал в такси, разговаривал с таксистом, и он по моему акценту понял, что я, ну, не из Киева. Ага, что ты москаль. Хотя... Москаль, да. Москаль из Новосибирска. Не, ну, так точно он не определил. Но он просто сказал, что я вижу по акценту, что вы не местный, как бы. А ты начал понимать вообще вот из России русскоговорящий или из Украины? Ты вот можешь определить по акценту, что это там русский человек или что он украинец? Ну, теперь думаю, да. Я научился отличать русский украинский от русского. Мгм. Например, вот даже те мои друзья, которые абсолютно без акцента говорили, у них были отличительные особенности. Например, проговаривание звука «я», «лягушка». Даже если он не гэкает, не ляхушка, будет лягушка. Да, 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 да. Япония, язык. Япония. Да, четко выражено. Ну вот, я могу понять, что человек там русскоязычный, да, из Украины, потому что они очень открытые, гласные делают, как-то вот так вот они говорят. Вот. Да, у них такая более певучая какая-то речь.
Да, у нас более монотонная, более сжатая, такая закрытая, да, какая-то? Да, да, есть такое. Климат не располагает много болтать. Говорим просто более четко по делу, быстрее. Особенно в Сибири. Но мне было бы все это очень интересно изучить, исследовать, поехав туда. И я очень жалею, что у меня на самом деле была возможность поехать еще вот до февраля прошлого года, года 2 назад. Меня звали в Киев, у меня еще туда были там друзья, знакомые, да, меня в Одессу звали, и я не поехал, потому что то ли бюджет был ограничен, то ли я запаривался насчет того, что я был в Крыму. В общем, я понял твою идею, да, что тебе хотелось все это исследовать. А мое мнение по этому поводу, что как бы если жизнь к этому не располагает, ну, у нас всегда есть масса других направлений, куда можно себя, свою энергию направить, как бы изучать какие-то другие вещи сейчас, которые более к этому расположены. Все верно. Например, Россия, да, по России ездить можно. Вот, кстати, это мое интересное наблюдение. После Южной Америки я понял, насколько я не знаю Россию вообще. Я в людях в Южной Америке увидел интерес к России и как бы смог посмотреть своими глазами, что это такая огромная страна, там столько всего, а я как бы практически нигде не был, Мгм. только на Западе. М. Вот. Ну, я последние там несколько лет, во время пандемии, на самом деле, начал открывать для себя Россию так активно, потому что границы были закрыты, и проще было по России путешествовать. И вообще, в принципе, проще по России путешествовать, потому что тот же интернет, та же валюта, тот же язык, те же законы, те же порядки. То есть Да, это простые путешествия и не менее крутые тоже, достаточно интересные. да, вот реально, насколько это проще и приятнее, ну, не приятнее, но насколько это проще по сравнению с Южной Америкой. В Южную Америку только в одну сторону я 2 дня добирался. Все вот эти перелеты, язык толком не знаешь, все, даже поездка на автобусе между городами мне далась очень сложно, я чуть не пропустил автобус. И после этого я понял, насколько же просто все это делать в России, и сколько всего интересного можно увидеть. Ну да, можно чередовать просто сложные поездки за границу и простые по России. Ну, я думаю, так и нужно, да. Сложные вымотают, а если все простые, то это просто надоест. Да. Слушай, давай вернемся к городам, к основной нашей теме сегодня, и давай плавно как-то перейдем к... Ну, мы поняли, почему ты из Новосибирска переехал в Киев, потому что просто тебе понравилась погода и атмосфера там. А почему ты переехал из Киева в Калининград? Это сразу ты в Калининград переехал, или ты какое-то время жил в Новосибире, в каком-то другом городе? Ну, начнем с того, что мне пришлось покинуть Киев, как бы в 2014 году я наблюдал за Майданом, ходил туда каждую неделю смотреть, что там происходит. Угу, И потом Россия изменила правила нахождения, пребывания украинцев в России. То есть, если раньше они также могли въезжать, выезжать через 90 дней, то правила изменились на 90-180. Проводишь 90 дней в России, на 90 обязан выехать. угу, Тогда же я прочитал в интернете, что такие правила обычно зеркальные, как бы работают в обе стороны. И стало понятно, что Украина скоро тоже введет это правило, которое коснется уже меня с женой. Вот, и мы просто не сможем выезжать и заезжать в один день. угу. Поэтому мы начали как бы собирать вещи, примерно месяц еще там прожили, завершили все дела и вернулись в Новосибирск. Жить я там не собирался, как бы это была просто... Ностальгии не было никакой, типа, я вернулся домой, вот, как я рад. Да нет, Такого не абсолютно. было, да? Я же бывал там, я там бывал каждые полгода примерно, пока на Украине жил. И нисколько по Новосибирску не скучал. Мгм. Ну, у тебя родственники все равно в Новосибе, да? Они все там до сих пор, да, и друзья старые. Мгм. Я возвращался в Новосиб, ходил по своему там поселку родному 2-3 дня, Мгм. и у меня возникало ощущение, как будто никакого Киева не существует, и нет у меня никакой Мгм. квартиры в Киеве. Это тебе приснилось, да? Да, как будто это все сон, просто этого не было. Мгм. То есть вот такой интересный эффект был. Ну да, у меня так с Петербургом тоже, ну, после Петербурга, когда возвращаешься. Мгм. Но мне на самом деле не сказать, что прям плохо в Новосибирске, потому что когда я жил в Петербурге, я жил там один, я начал ценить какую-то социальную жизнь, то есть общение с близкими, с родными, Мгм. с друзьями. И это все у меня в Новосибе, это меня прям привлекает всегда и тянет Мгм. в этот город. Ну и плюс летом довольно приятно, здесь тепло, вот, в отличие от Петербурга, где
даже летом довольно прохладно. Мгм. Здесь прям конкретная жара. Ну вот сейчас, например, 33 градуса. Ну да, да, я слышал от родных там, под 40. Ну и в целом я заметил, что за последние 5 лет Новосибирск очень сильно преобразился. То есть много жилых комплексов интересных, приятных, каких-то, ну, где приятно находиться просто. Стадион, мост, вокруг них тоже облагораживают среду. И, ну, видно, что что-то делается. То есть, ну, короче, видно, что он улучшается, но все равно мне он не нравится, потому что тут слишком холодно и плохая экология. То есть много машин, много грязи, пыли, вот этого всего. Да, 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 да. Для меня главный показатель, почему я не хочу жить в Новосибирске, то, что там невозможно, куда тебе нужно, дойти пешком. Мгм. А Калининград, допустим, я могу пешком пересечь часа за полтора-два в любом направлении. Мгм. И идти при этом по приятным улицам, а не по обочине какого-нибудь коммунального моста, знаешь, когда тебя вокруг проносятся сотни машин Ну да, да. с грохотом. Ну а как ты вообще, находясь в Новосибирске, посмотрел в сторону Калининграда? Может, тебя кто-то позвал или как это было? И на этом конец первой части. Вторая часть будет на Бусти в формате экстра подкаста. Там мы будем говорить про Калининград. У меня, кстати, уже был выпуск про Калининград, 40-й, по-моему, или 40 какой-то выпуск. И мне город, если честно, тогда не понравился, но я был зимой. Возможно, стоит этим летом еще заехать туда летом, и у меня будет другое впечатление. Ну, в общем, да, на этом на сегодня все. Спасибо, что слушали. Жду вас всех на уроках и всем хорошего дня.